Привет всем! И вы на канале Мир путешествий и отдыха Вова и Катя. Сегодня мы с вами посетим одну из достопримечательностей этого города, которая называется пещеры Эллоры. А что это за пещеры, вы скоро узнаете. Оставайтесь с нами. И идем с такими вот фишечками. Проход. Намасте. Окей. Вот мы и прошли. И стоимость составляет 600 рупий на одного человека. Индия – это страна с удивительно богатой историей и самобытной культурой. Ее духовное и материальное богатство нашли свое отображение, в частности, и пещерных храмовых комплексах Аджанта и Эллора. Круглый год тысячи туристов со всего мира приезжают в центральный индийский штат Махараштра, чтобы взглянуть на непревзойденные красоты храмы, высеченные в огромных скалах и щедро украшенные настенными фресками, резными колоннами и многочисленными скульптурами. Это такая мощь, правда? Посмотрите. А это еще только начало. Вы представляете, что нас ждет дальше? Ну что, пойдем тогда дальше с вами? Вот, ребята, мы зашли с вами внутрь. Я постараюсь все вам подробно заснять, потому что такой красоты я еще нигде не видела. Я просто в восторге. Посмотрите. Главной достопримечательностью индийской деревни Эллора является древний храмовый комплекс, который более 1000 лет назад был высечен в пещерах. Строительство храмов в этих местах началось в VI веке нашей эры и продолжалось более 300 лет. Сегодня комплекс насчитывает 34 пещеры. Самым красивым в комплексе считается пещерный храм Кайлаш. Он является уникальным образцом древнего зодчества. Главным украшением храма являются высеченные в скалах статуи буддийских богов. Для отделки храма использовался очень красивый мрамор и гранит. Главным буддийским храмом комплекса считается храм Тинтхал. Он расположен на самом нижнем уровне. Этот храм выстроен в сдержанном стиле. Его главной особенностью являются невероятные масштабы. Высота постройки составляет 16 метров. Каким образом 1500 лет назад местным строителям удавалось возводить столь сложные с архитектурной точки зрения сооружения, остается главной загадкой для современных исследователей. Главным индуистским храмом является Кайласанатха. Его считают самым невероятным сооружением в комплексе. Храм был высечен в скале таким образом, что после завершения строительства оказался на вершине холма. Согласно историческим данным, на строительство храма потребовалось более 150 лет. Постоянно над его возведением трудилось не менее 7000 рабочих. Высота храма составляет 30 метров. Его стены снаружи и внутри покрыты искусной резьбой. В стенах храма сохранились красивые статуи бога Шивы, а также фрагменты росписи. И это все, что мы снимаем, это храм Кайласа. Это первая пещера, по которой мы с вами
путешествуем. Очень впечатляюще, правда, просто захватывает дух. Мне очень нравится это место, мне очень нравятся пещеры Эллоры, что я вам и советую посетить это место обязательно, несмотря ни на что. И вы здесь получите просто заряд энергии, заряд бодрости, ребята. Но это просто чудо. Это чудо. Зашли внутрь пещеры. Конечно, темно, но то, что смогу, то вам покажу. Посмотрите. Это просто. Это шедевр. Это лингам, член Шивы. Ему поклоняются как символу здоровья в Сочи. А сейчас мы с вами путь держим в следующую пещеру, индуистскую пещеру. И посмотрите, как мы с вами будем идти. Вот по таким вот лестницам будем подниматься в гору. Но оно не видно, но это как колодец. Здесь вода, туда тоже проход. Так вот оно выглядит. И вот такой вот колодец. Буддийские храмы в комплексе Эллоры являются самыми древними. В период раннего Средневековья он дополнился индуистскими храмами, которых сегодня насчитывается 17. На стенах этих храмов тоже сохранились красивые барельефы, на которых запечатлены сюжеты из жизни бога Шивы, а несколько барельефов посвящено богу Вишну. Сейчас мы с вами держим путь в 12-ю пещеру, которая называется Тинтхао. И посмотрим, что же здесь есть. Нам надо попасть на верхний этаж. Там есть Будда в окружении 7 его реинкарнаций. Не, ну одна реинкарнация с вами идет. Чего уж там скрывать? Конечно. Поэтому Будда в окружении 8 реинкарнаций. Это мы все с вами бродим по пещере номер 12. Let's go. Иди, моя звезда. Нет, Освещай тоже. путь. Там вдруг медведь. Надо поставить кого-то постарше, поопытнее. Она пожилая, какая разница, уже пожилая, увидела. Это Варвара идет. Давай, иди первая. Ты же старенькая, пожилая. Конечно. Тебя не жалко. Как смелая Варя у нас. Красота, спокойствие и попугайчики.
нас с вами 11-я пещера. Но это аналог 12-й пещеры. Мы с вами движемся дальше. А самое главное, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, ну и оставлять комментарии. А сейчас мы с вами проходим 10-ю пещеру. И эта пещера считается якобы самой такой замечательной, самой такой классной. А сейчас мы с вами посмотрим, что же происходит внутри 10-й пещеры. Самой, как говорят, самой такой замечательной пещеры. Пройдем? Во время экскурсии этого комплекса туристы смогут увидеть не только великие храмы, но и обычные кельи, в которых когда-то жили местные монахи. Исследование пещерных храмов продолжается уже несколько десятилетий, и с каждым годом ученые делают все новые невероятные открытия. На фоне такой вот красоты мы сейчас с вами пройдем 6-ю пещеру Эллоры. Это самая украшенная пещера. Ну вот такая пещера. И не сказать, что она так сильно и украшена. Ну, наверное, самый вид мне понравился. Это вот благодаря вот этому вот фонтану, что вот находится позади меня. Это вот реально вот это вот вид. Очень красивый. Ну а так я хочу сказать, что все впечатляюще. Все очень классно, но у меня почему-то пока что лидирует пещера, это Кайлас. Это вообще, это просто превосходство. А сразу после 6-й пещеры мы с вами попадаем в 5-ю пещеру. Это самая большая пещера шириной 36 метров. И сейчас я вам покажу, что здесь находится. Пройдемте. Сейчас я вам покажу кельи, где проживали, по всей видимости, наверное, монахи. Может, вам что-нибудь видно? Вот такие вот они. Видите, небольшого размера по площади. Темнота. Наверное, там проживали монахи. Их вот таких вот комнат очень много. Вот таких вот. Но там темно, и, увы, к сожалению, я вам ничего там показать не смогу. Но по размеру она где-то, наверное, площадь, ну, наверное, 2 на 2 или там, да, 2 на 2, наверное, будет, и все. Вот такая вот пещера номер 5, это самая такая большая, которую мы сейчас с вами посетили.
Но и опять же, я не могу не показать вам вот эту вот красоту, выходя из этой пещеры. Посмотрите. Но вы, ребята, не забывайте также про лайки, про колокольчик и про подписку. А с вами, как всегда, канал Мир путешествий и отдыха Вова и Катя. Пещера номер 2. Сейчас мы с вами тоже пробежимся по этой пещере. Она аналогия той, в которой мы были. Ну, просто немножко Будда побольше. Сейчас я вам его покажу. Но все равно, в какую бы пещеру мы с вами бы не попали, все равно здесь красота. А вот и Будда. Плохо, конечно, видно. Темно, очень темно. Но я надеюсь, что-то, да я вам покажу. А сейчас мы с вами направляемся в следующую пещеру под номером 21 и посмотрим, что же там есть. Надеюсь, мы увидим там сцены из раннего шиваизма. Вот видите, как я и говорил, это пещера, храм локально называли Рамешвара. Смотрите, какой водопад. Еще один. Сейчас я подойду ближе, покажу. Прям дух захватывает. Я в восторге от этой красоты.
было 3/4. А если вы устали ходить ножками, то вас довезут вот такие вот машинки, получается. 30 рупий за одного человека. Аметист? Amethyst, smoky quartz, moon coral, clear quartz. Вот такие вот камушки здесь продаются. А так здесь можете покушать. Возле пещеры Лоры посмотрите. Вкусняшки, орешки, арбузик, все вам здесь будет. Вот такие вот прикольные штучки из дерева. И вот такие вот камушки. Это коралл, камень называется. Он говорит 100 рублей, но мы сейчас торгуемся. Так что без покупок вы отсюда не уйдете. И купить сувениры можно, и покушать, и попить. Фреши разные, водичка. उलटे चिपकले तुम्ही काढायला गेलो दादा इकडं पण निघलं Есть. Ну, обычные только сладости. Но выглядит очень аппетитно. Водичка по 20 рупий. Шляпы, сумки, всего много. Такие вот сумочки прикольные. Денежки хранить. Тростниковый сок, пожалуйста, вам. Всего навалом, всего куча. И здесь же можно и покушать что-нибудь. Есть кафешка. Аккуратненько снимают. Аккуратненько, чтобы не порвать. И это у него, кстати, очень хорошо получается снимать. Молодец. А такая тоненькая. Смотрите, берется начинка. Только что там в этой начинке? Картошка? Картошка, да. И овощи Картошка. какие. Ой, как пахнет. Финиш? И все, готово, Доса. Вау. Вот, ребята, мы с вами посетили пещеры Элоры, что я вам советую и рекомендую все-таки здесь побывать и посмотреть на эту всю красоту, на это великолепие, на эту мощь. Просто эмоции и впечатления, но останутся с вами на всю жизнь. У меня вот просто вот реально вот это заряд бодрости, эмоций целая куча. Так что обязательно попадите сюда, в это место. От вас обязательно лайк, колокольчик, ну а также подписка. Встретимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока.